Экранизированная Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» пережила множество испытаний, начиная с самой первой серии. Беспощадные татары напали на деревню, в которой она жила. Всю ее семью убили, а саму девушку похитили и увезли на корабле через Черное море, разлучив с женихом, которого она после набега тоже считала мертвым. Все это Роксолана смогла пережить благодаря сильному и взаимному чувству любви к молодому султану Сулейману. Она стала возлюбленной османского падишаха, но беды ее не прекратились. Ей пришлось пережить немало несчастий за всю жизнь во дворце: избиение, темницу, разлуку с сыном, ссылку, бесконечную борьбу в гареме, потерю сыновей. Все тяготы непростой судьбы Хюррем Султан мы смогли увидеть на экране благодаря сериалу «Великолепный век». Наверняка в жизни настоящей Хюррем тоже было сложно. Сейчас уже трудно сказать, что именно ей пришлось пережить в гареме Сулеймана. Но учитывая то, что в каких условиях оказалась пленница и каких высот она смогла добиться, можно согласиться с тем, что ей повезло. Ведь только единицам из тысячи наложниц удалось стать госпожой такого уровня. Вытеснив предыдущих фавориток, Хюррем смогла стать любимицей Сулеймана и родить ему много детей. По сериалу она родила 4 сыновей и 1 дочь. Но историки утверждают, что детей было 6. Почему-то не был показан еще один ее сын. Дорогие мои, 30 секунд вашего внимания. Перед тем, как я расскажу вам эту интереснейшую историю, прошу вас поставить лайк этому видео и подписаться, если вы еще этого не сделали. Не забывайте нажать на колокольчик, именно так вы будете самыми первыми узнавать о выходе на канале новых историй. Спасибо. Некоторым зрителям не понравилось то, что сценаристы не вписали еще одного сына Хюррем в сюжет сериала. А ведь именно с этим ребенком у Хосяки и Сулеймана случилась страшная трагедия. Помимо известных нам 5 детей, у Хюррема был еще один шахзаде, которого не показали в этой киноленте. Вы спросите, почему его решили даже не упоминать в сериале? Я сейчас постараюсь объяснить это так, как понимаю. После Мехмеда и Мехримах Хюррем Султан родила 2-го сына, и это был не Селим, а шахзаде Абдулла. Этот мальчик появился на свет в 1523 году. Больше об этом ребенке неизвестно ничего. Скорее всего, это произошло из-за того, что ребенок умер в очень раннем возрасте. Одни источники утверждают, что мальчик погиб во время эпидемии оспы в 2-летнем возрасте. Другие источники уверяют нас в том, что ребенок не прожил и года, и причина его смерти – неизвестная болезнь. Также в интернете можно встретить информацию о том, что шахзаде Абдулла был братом-близнецом Мехримах Султан, но в отличие от сестры он родился слабым, больным и к тому же горбатым. Кончина шахзаде Абдуллы стала сильным ударом для Хюррем. И дело не только в том, что она могла потерять свое положение в гареме после потери 2-го сына. Для любой матери смерть родного ребенка – тяжелейшая утрата, которую сложно пережить. Но благодаря поддержке и заботе со стороны султана Сулеймана, султанша смогла оправиться и продолжила заботиться о первых 2 своих детях – Мехмеде и Мехримах. Было бы странно, если бы никто из сторонников Хюррем не стал обвинять в смерти шахзаде Абдуллы ее главную соперницу Махидевран Султан, мать старшего шахзаде Мустафы. Стали говорить, что якобы она приказала заразить оспой маленького сына Хюррем, ведь чем больше детей у соперницы, тем прочнее ее положение в гареме. Однако никаких доказательств причастности Махидевран Султан к смерти шахзаде Абдуллы нет. Поэтому эта версия остается лишь ничем не подкрепленной теорией. К слову говоря, современные исследователи истории османов говорят о том, что нет никаких документов, которые бы подтвердили, что шахзаде Абдулла вообще был. Как нет и официальных документов о том, что у Сулеймана были и другие сыновья – шахзаде Махмуд от наложницы Филоме и шахзаде Мурад от наложницы Гюльфем. Этим самым они ставят под огромное сомнение существование этих детей в семье Сулеймана. Однако, тогда откуда появилась информация о них изначально?
Ведь дыма без огня не бывает, как мы знаем, друзья мои. Но так или иначе, мы разбираться в этом не будем, по крайней мере, пока. Дорогие мои, еще 30 секунд вашего внимания. Из огромного количества подписчиков моего канала только совсем небольшая часть являются его преданными зрителями. Прошу вас, в свете последних событий, не терять канал «Империя». Вы можете подписаться на телеграм-канал по ссылке в описании. И также у нас есть сообщество ВКонтакте. И эта ссылка есть в описании к этому ролику. Переходите, пока не поздно, подписывайтесь, и тогда мы точно друг друга не потеряем. Спасибо. Давайте вернемся к нашему изначальному вопросу. Почему в сериале не был упомянут Шахзаде Абдулла? По моему мнению, если бы сценаристы включили его в сюжет, им бы пришлось показать его гибель. Наверное, создатели сериала не хотели снимать сцену смерти маленького ребенка. Вообще, съемка гибели любого героя для всей команды была очень тяжелой. К примеру, Небахат Чехре отказалась смотреть готовую сцену, где умер ее персонаж Валиде Султан. А когда снимали казнь Шахзаде Мустафы, то даже погода была против этого. Вся съемочная группа с тяжелым сердцем снимала этот эпизод. Во время подобной работы за кадром некоторые актеры и члены команды плакали по-настоящему. Такие сцены проходят эмоционально тяжело. Видимо, именно по этой причине создатели сериала решили не вписывать Шахзаде Абдуллу в сценарий. Хотя, если вспомнить первого сына Хатидже, сына Шахзаде Мустафы и детей Шахзаде Баязида, которые погибли, и это было показано, то моя теория разбивается на мелкие осколки. Тогда я осмелюсь предположить, что сценаристы просто пожалели Хюррем, на которую и без этого свалилось много бед и несчастий. Но все же некоторые поклонники великолепного века остались недовольны и настаивают на мнении, что рождение и гибель Шахзаде Абдуллы нужно было показать в сериале. По их словам, эти моменты помогли бы создать более правдоподобную картину непростой судьбы Хюррем Султан. А мне кажется, что сценаристы поступили правильно. В сериале и так полно трагических событий. Не хотелось бы лишний раз переживать гибель еще одного ребенка на экране. А как вы думаете, нужно ли было показать эту короткую жизнь Шахзаде Абдуллы в сериале? Оставляйте свое мнение в комментариях.